Глава 4. Тот, кто осознает прелести жизни вне кредитной системы, сможет вскоре ее покорить. В 2019 году, после нескольких месяцев жизни в Украине, я наконец-то сумел найти постоянную работу в Израиле. Тогда я и поставил себе цель, что по возвращению на Святую Землю должен предпринять все для полного избавления от долгов. Речь шла об отказе от каких-либо крупных покупок на протяжении целого года. Весьма амбициозная цель, не так ли? Многие читатели могут подумать, что кредит $8000 – это совсем небольшие деньги. Но дело далеко не в сумме долга, а в его наличии. На протяжении долгого периода жизни меня мучил лишь один вопрос – каким образом можно достигнуть своих целей, не прибегая к кредитной кабале? И я пришел к выводу, что в создавшихся современных экономических условиях у нас нет возможности жить по средствам. Долг в размере $8000 стал моей личной красной чертой, которая сумела открыть мне глаза на происходящее. У каждого человека красная черта своя, главное не проморгать ее. Из года в год мой уровень жизни не менялся, оставаясь стабильно одинаковым. Когда я впервые прилетел в Израиль, у меня было с собой всего $700. Наличие этих денег делало меня в несколько раз богаче, нежели спустя 10 лет жизни в этой прекрасной стране. В моей первой квартире было всего 20 квадратных метров. Жилье я снимал на двоих с братом. Со временем там образовалась плесень, которая покрыла каждый уголок этого небольшого пространства. Мы переехали в квартиру побольше. 2 небольших спальни, зал, кухня и балкон, окна которого выходили на военное кладбище. С мебели у нас был лишь один матрас, несколько старых стульев со столом и таким же старым холодильником. Мы были счастливы, несмотря ни на что. Спустя 10 лет я жил все в той же квартире, только уже со своими родителями. Мой брат к тому моменту переехал. Мебели больше у нас не стало, а вот долгов у каждого накопилось немало. У моих знакомых ситуация складывалась ничем не лучше, а порой даже хуже. Приехав в столь богатую и развитую страну всего с одним чемоданом и $700 в кармане, я не добился никаких кардинальных финансовых перемен. Я становился старше, а денег у меня становилось меньше. Парадокс, не так ли? Тогда я и понял, что каждому человеку отведена определенная роль в обществе. И очевидно, он будет следовать тому сценарию, который для него прописало правительство, если слепо ему поверить. В глазах государства продажа наркотиков и нелегального оружия, неуплата налогов является незаконной деятельностью, а все потому, что деньги проходят мимо кассы, если можно так выразиться. Власти обеспокоены не вашей безопасностью, а в первую очередь заполнением казны наличностью с дальнейшим перераспределением этих же средств обратно в государственный аппарат, а значит себе в карман. Корпорации, лоббирующие свои интересы в таких правительствах, пытаются контролировать каждый аспект жизни населения, не позволяя гражданам зарабатывать на реализации тех же товаров и услуг, что и они. Политикам легче договориться всего с несколькими участниками рынка, которые держат в своих руках основную часть бизнеса, нежели с условной мафией. Это принцип создания экосистемы, в которой одни будут оплачивать основную часть налогов, а вторые защищать их интересы с помощью судей, полицейских и различных законов. Граждан, которые пытаются играть не по правилам, ждет наказание в виде лишения свободы в тюрьмах, строительством которых занимаются все те же корпорации. Власти западных стран заботятся о своих гражданах, строя отличного качества дороги, развивая медицину и науку. Цены на еду и одежду тоже весьма доступны в соотношении с зарплатами. Но каждый перечисленный аспект, повторюсь, каждый, это заслуга лишь долговых обязательств населения, как средство развития или сохранения вышеперечисленных благ данного общества. Я лично призываю вас стать паразитами этого общества и либо полностью отказаться от кредитов, либо подходить к данному вопросу с максимальным хладнокровием и точной расчетливостью. Получайте все блага цивилизованного общества, но не поддавайтесь на сладкие уговоры системы. Так вы сумеете понять, из какого теста состоит ваше правительство и как долго оно сможет продержать такой уровень жизни населения без вливания дополнительных кредитных средств в систему. Налоги с каждым годом растут, а зарплаты остаются прежними. Это и заставляет вас взять очередной кредит. В странах, в которых процент по кредиту слишком высокий, уровень жизни самый низкий. Дело в обычных
мать его, кредитах. Вот от чего зависит ваш уровень жизни. Банки паразитируют на ваших желаниях купить квартиру, автомобиль, получить образование и прочее. Но не давайте им шанса вовлечь вас в свою игру или хотя бы попытайтесь перехитрить их. В какой-то момент система начнет поедать сама себя. И тогда политики будут вынуждены обратиться за помощью к богатым гражданам страны для нужд всей нации. Это будет следующим этапом капитализма – национализация частных предприятий, банков, торговых сетей и так далее. Социализм рядом, и вы уже можете наблюдать его зачатки. Государство по всему миру скупает активы частных компаний в связи с их полным либо частичным банкротством. Богатые богатеют, бедные беднеют. Роберт Кийосаки. Разве вам не надоело наблюдать за тем, как год за годом власти помогают частным компаниям с помощью денег налогоплательщиков выпутываться с различных кризисных ситуаций, созданных ими же самими? Конечно, это вынужденная мера ради сохранения кредитно-денежной системы. Возможно, они таким образом даже заботятся о работающих в этих компаниях людях, чтобы те не оказались на улице. К сожалению, это естественный процесс, и винить политиков в этом нельзя, они всего лишь люди, ими так же легко манипулировать, как и всеми нами. Проблема в том, что тот, кто довел компанию до финансового краха, не несет за это абсолютно никакой ответственности. Руководители, доводящие предприятия до банкротства по причине некомпетентности или жадности, должны нести ответственность за свои решения точно так же, как и обычные люди, которые не сумели вовремя внести платеж по ипотеке. Когда среднестатистический гражданин не может платить по долгам, он несет личную ответственность вплоть до изъятия всего его имущества. Тогда что же получается? Государство не защищает интересы финансово необразованных сфер населения, но с радостью бросается на помощь таким же необразованным руководителям различных предприятий. Я всегда подозревал, что мы живем в мире двойных стандартов в плане налогообложения и личной ответственности. По статистике тех, кто не справился с выплатой кредитного бремени или в шаге от этого, на порядок больше тех, кто потерял работу вследствие неправильного менеджмента руководства. Однажды оказавшись в ситуации, когда вы не сумеете заплатить по долгам, вас просто спишут со счетов. Общество в данном случае в вас больше не нуждается. Вам блокируют банковский счет, налаживают санкции в виде процентов и различных ограничений на покупки. Вы попадаете в черный список банков и различных платежных систем. Единственное, что отличает вас от преступника, сидевшего в тюрьме за убийство, это лишь то, что вы не сидели в тюрьме. Санкции государства против вас будут идентичны убийце. Вы обуза для властей, вы не умеете считать деньги. Вы пользовались благами корпораций, навязавших вам свои товары, но не сумели их оплатить. Вам не место в цивилизованном обществе, даже если вы прекрасный человек и всегда исправно платили налоги. От вас просто избавляется по щелчку пальца. Не верите мне? Тогда пройдитесь по улицам Нью-Йорка, Майами и Сан-Франциско. Вы встретите там много прекрасных людей, которые попали туда из-за обычной финансовой безграмотности. В 2008 году миллионы людей в США оказались бездомными на фоне того, что не сумели оплатить долг по ипотеке. Не могли они это сделать по причине того, что их уволили. А уволили их из-за неграмотного менеджмента банкиров, которые выдавали кредиты кому попало. Государство помогло банкирам, но не помогло обычным людям. Деньги были взяты с карманов налогоплательщиков. Это все, что вам нужно знать про государство и его систему ценностей. Трагедия заключается в том, что в большинстве странах мира политикам не запрещено брать кредит. Банкирам, к слову, тоже. Но как много вы знаете тех, кто, живя в долг, отстаивает ваши права в правительстве? Уверен, таких найдется немного. Политики и банкиры – люди честные и скромные, каждому из них хватает их заработной платы для того, чтобы удовлетворить свои собственные аппетиты и аппетиты своих семей. Сарказм. Конечно, это далеко не так, и большинство из них никогда не находилось в условиях задолженности. Как, например, их собственные граждане. Правительство, члены которого не живут в долг, принимает решения о жизни в долг своего народа. Возможно, у государств по всему миру действительно не существует иной альтернативы экономической модели в сложившихся капиталистических условиях. Но согласитесь,
В этом нет никакой логики. Дело в том, что в нашем обществе уже существуют методы воздействия на политиков, более изощренные, чем простой кредит. Тогда почему политики не живут в долг? Думаю, этот вопрос стоит задать самим политикам. Я могу лишь предполагать. Кредиты берутся для того, чтобы получить от них пользу здесь и сейчас. Но ни о какой пользе от процентов по кредиту не может быть речи. Слишком много власти у тех, кто не создает ничего ценного для общества, занимаясь обычным расточительством. Вы спрашивали себя, куда делась недвижимость граждан США и жителей ряда европейских стран, которые оказались на улице в кризис 2008 года? Как посчитала газета The Guardian, по прошествию 6 лет только в Европе пустуют свыше 11 миллионов объектов. Пустующие дома можно условно разделить на 3 группы. В первую входят недостроенные готовые дома, которые по тем или иным причинам остались незаселенными. Ко второй категории относится жилье, отобранное банками за долги. К третьей – кварталы, которые примыкают к крупным предприятиям и потеряли подавляющее большинство своих жильцов после свертывания производства. В странах, не оправившихся от экономических потрясений, много замороженных строек и жилья, отобранных за долги. Миллионы жилой и коммерческой недвижимости оказались в распоряжении банков. В теории банки должны распродавать недвижимость должников. На практике же они не сумели этого сделать, так как это слишком затратная затея в плане ресурсов. Штат адвокатов, судей, обслуживающего персонала должен был увеличиться в несколько раз, чтобы решить данный вопрос. Поэтому банкиры не стали заморачиваться. Уже после некоторых нововведений со стороны государства, банки снова начали выдавать кредиты под застройку нового жилья, но уже на других условиях, то есть они попросту обнулили счетчик и начали процесс с самого начала. Банки становятся властителями мира. Они также поглощают крупный, средний и мелкий бизнес с такой скоростью, что даже Наполеон Бонапарт мог бы позавидовать. Охватывая все большее количество человеческой деятельности, они пытаются внедрить в нее свои правила игры. Если их не изучить до вступления во взрослую жизнь, то, скорее всего, рано или поздно вам придется столкнуться лицом к лицу с создателями этой игры. Рекомендую вам поэкспериментировать и сыграть в любую игру, правила которой вам неизвестны. С 99% вероятностью вы ее проиграете. Так почему вы позволяете себе, не изучив предварительно правила игры с банками, садиться за стол переговоров с их представителями? Банкам не нужно иметь в наличии даже туз в рукаве, чтобы переиграть вас. Вы настолько наивны и глупы, что готовы довериться им при одном лишь напоминании слова «кредит».